Ну что, начинаем первую лекцию по 3D-коду. Ну, 3D-код программа большая. Вон Андрей недавно вычислил, что в 3 раза больше, чем Blender по объему, по количеству кода. А я не могу даже 6 цифр подряд запомнить. Вот. Но каким-то образом в 3D-коде разбираюсь достаточно хорошо. И вот, можно сказать, практически полное отсутствие памяти можно совместить с, не знаю, с какими тысячами, сотнями тысяч строк. Вот, и попробуем понять, каким образом это можно сделать. Как в нем разбираться, ничего особо не запоминая. Ну, самый первый принцип, которым я сам руководствуюсь, когда что-то хочу поменять в 3D-коде, естественно, я ничего в нем не помню практически. Ну, что-то помню, но так, немного. Оно и не нужно все помнить подряд. Всегда можно глянуть, разобраться. Но самый простой и очевидный принцип заключается в следующем. Предположим, у вас возникла необходимость какую-то область в 3D-коде поменять. Проверю, чтобы все записывалось. Что-то не вижу, где оно записывается, потому что когда я пробовал записывать, вроде все работало. А сейчас не вижу. Сейчас сначала удостоверюсь. Хоть не зря говорить. Ага, вот оно. И запись с экрана включена. Все есть, все нормально. Аудио тоже записывается. Вот, например, поступило задание или появилась необходимость что-либо выяснить, какую-либо область 3D-кода расследовать, исправить ошибку, найти что-то. Алгоритм достаточно прост. Вот. Ну, возьмем для примера что-то в 3D-коде. Например, вот какой-нибудь там вот Define Measurement Units, например. Нам хочется поменять, разобраться, как оно работает. Вот. Под таких пунктов миллион в 3D-коде. Вот мы смотрим Define Measurement Units. Мы идем в English XML. Вот, ищем там. Ну вот это вот сейчас у меня уже там набрано. Edit Scene Scale, например. Вот Edit Scene Scale набираем в поиске, ищем. Вот что-то не то, как бы. Сейчас мы найдем, где оно тут. Вот Edit Scene Scale, соответственно, у нас есть какой-то идентификатор, соответствует вот этому тексту. В данном случае Define Scale Correspondence. Вот берем, заходим, по поиску находим, где он там у нас встречается в коде. Вот он у нас встречается. Где-то он включается в интерфейс. Как правило, включение в интерфейс, я сейчас более подробно об этом расскажу, но, как правило, эта функция какая-то там вот в стиле VPI callback. Не обязательно VPI, могут быть разные тут префиксы, но, как правило, это что-то, подчеркивание callback, дальше идет описание события, описание функции, которая вызывается при срабатывании этого события. Вот, соответственно, в данном случае вызывается функция Define Scale Correspondence. Ну, она совпадает с названием идентификатора, но это в частных случаях может не всегда совпадать, как бы в некоторых случаях могут быть параметры какие-то дополнительно передаваться, но, как правило, с помощью этого макроса оно вставляется в интерфейс. Используется макрос, поскольку, ну, если так вот писать вот честно через new, то там получается такая длинная неприятная конструкция, что не хочется с ней иметь дело. Поэтому есть набор макросов, о которых мы сегодня тоже будем говорить. Вот у нас вот Define Scale Correspondence. Нажимаем F12, получаем функцию. Вот эта функция вызывается в том случае, когда мы нажимаем на кнопочку Define где там у нас Edit Scene Scale. Вот этот диалог вызывается. Соответственно, этот диалог вызывается у нас вот в этой функции. Можем здесь брейкпоинт поставить, зайти сюда и уже потом
разбираться, что же там происходит, что, собственно говоря, достаточно несложно. За исключением некоторых моментов, код достаточно единообразно оформлен, хотя есть пару таких косяков, которые очень хотелось. Не пару, много косяков, но все равно разобраться в коде 3D кода не очень сложно. То есть не катастрофически сложно. Исправить какой-то очень глубинный глюк может быть сложно. Вот. Но найти какую-то команду, подправить ее, сделать ее по-другому, в общем-то, большого труда не представляет. Аналогичным же образом мы можем действовать, если мы хотим найти какую-то команду и ее посмотреть, как она работает. Вот берем, ищем идентификатор. Не всегда это элементарно, потому что в некоторые команды, например, build какой-нибудь, он может 20 раз встречаться. Да. Есть возможность пропустить поиск XML файле, это нажать среднюю кнопку выше, сразу получить домена или идентификатор. Ну, в принципе, да. А ну-ка посмотрим, всегда ли это будет. Ну, не всегда, но вот на все пункты меню и на кнопке, тем более, это работает точно. Да. То есть вот среднюю правую кнопку мыши мы сделали, и у нас получилось, что у нас? Build or page 4 build. Ну, доллары опускаем, page 4 опускаем, и скорее всего вот это build и есть идентификатор наш. Вот. Сейчас попробуем то же самое, вот то, что мы сейчас делали. Вот правую среднюю кнопку мыши сделали. Define Scale Correspondence. Вот наш идентификатор тут есть. Вот внизу. Define Scale Correspondence, который мы искали, он у нас есть. Вот. Ставим breakpoint, разбираемся, как все работает, дополняем. Интерфейс достаточно единообразно в 3D коде устроен. На более низком уровне я сейчас объясню, но на более высоком уровне все организовано с помощью регистрации классов. То есть практически любой диалог, практически любой блок параметров какого-либо инструмента, это всегда регистрация класса. Ты звук пишешь? Да, пишу. Вот. С регистрацией класса мы тоже отдельно разберемся, но тут тема не очень сложная на самом деле. Разобраться можно, да. И даже вот есть по ней определенная документация, нуждающаяся в обновлениях определенных, но все же в базовом варианте существующая. То есть, если есть класс, если есть инструмент, который вы хотите написать, сделать диалоговое окно к этому инструменту, вот есть документ, как регистрировать класс. Но мы чуть позже рассмотрим какие-то конкретные примеры этого. Вот. Сейчас мы попробуем разобраться вообще, как устроен графический интерфейс 3D кода. Как устроены все кнопочки, все вот эти вот. Практически весь интерфейс именно на низком уровне расположен в файле Simple Widgets. Ну, вот этот вот быстрый поиск, я думаю, вы все используете. Ctrl, запятая, и там набирается название либо класса, либо файла и так далее. Вот, в Simple Widgets находятся практически все графические контролы. За редким исключением, но практически все. Здесь есть, во-первых, сам базовый вот этот класс, Base Widget называется. Вот Base Widget. Сейчас мы с ним чуть подробнее разберемся, но фактически есть два базовых элемента интерфейса. Во-первых, вот этот класс Base Widget, который является классом, родоначальником для всех элементов интерфейса. И, во-вторых, класс Widgets. Вот. Класс Widgets, в принципе, это по большому счету свалка статических методов и переменных, касающихся положения мыши, вьюпортов всевозможных. То есть, если вы хотите знать, например, положение мыши на экране, то вы можете узнать ее именно в классе Widgets. То есть не нужно напрямую вызывать положение мыши, там get курсор pose какой-нибудь, а нужно в классе Widgets посмотреть переменную mouse x или mouse x. Чем отличается mouse x
от A mouse X. Mouse X это с учетом всех снаппингов. То есть мы ведем курсор мыши по экрану, и у нас он может снаппиться к различным элементам. Если мы хотим узнать, где же у нас приснапленное значение, мы считываем mouse X, mouse Y. Если мы хотим знать именно вот точное, вот как оно есть в жизни, без приснапливания, мы смотрим A mouse X. Можем узнать, когда в последний раз был нажата мышь, правая кнопка мыши, там, когда был схвачен какой-либо элемент, с какой координатой он был схвачен, last cap mx. То есть вот эти вот можем узнать в этом классе rectangle всего экрана, rectangle рабочей области, rectangle навигационной зоны. То есть это полезно для того, чтобы грамотно, правильно размещать элементы на экране, в случае, если мы каким-то образом абсолютно задаем их координаты. Здесь же находится мировой центр, вокруг которого мы производим всю навигацию. Вот, то есть все, что касается всякого расположения чего-то на экране, практически всегда можно найти в классе widgets, как статические переменные. И я постараюсь все, что связано именно со всякими положениями, сюда и засовывать. Если я буду находить что-то в глобальных переменных, я буду вот целенаправленно все это запихивать в этот класс, чтобы легче было искать. Вот. В этом же классе есть статическая переменная Active Widgets. Это то, что мы видим на экране. То есть это все активные графические элементы, которые рисуются на экране. Рисуются или с которыми мы каким-либо образом можем взаимодействовать. Но кроме Gizmo. Gizmo не входит в этот список. Gizmo обрабатывается отдельно. Как вы знаете, класс Array это список указателей на классы, ну, на экземпляры классов. В данном случае это Active Widgets, это список наследников от класса BaseWidget. То есть все графические элементы. Как правило, если мы хотим добавить какой-то элемент на экран, чтобы он рисовался вне существующей системы, то есть, ну, например, какой-то вот элемент, который где-то висит, мы хотим с ним взаимодействовать, то не рекомендуется напрямую его вставлять в Active Widgets. Есть для этого класс PenInterface, тоже такой вот. Там в основном все функции сосредоточены, которые связаны с интерфейсом. Есть класс PenInterface, и в нем есть переменная root. BaseWidget root. Это есть корень для всех элементов интерфейса. То есть практически все окна, все, что мы видим на экране нарисованное, это все находится внутри вот этого root. Соответственно, если мы что-то хотим добавить в интерфейс, мы можем добавлять в этот root. Но с определенной аккуратностью, чтобы оно там не потерялось и не поселилось навечно. То есть мы должны следить за его жизненным циклом того, что мы туда добавляем. Вот, теперь каким образом устроены вообще все элементы интерфейса. Все элементы интерфейса, они наследуются от BaseWidget, имеют стандартный набор полей, там, видимый, мышка поверх него, они все заполняются автоматически. Visible, ну, естественно, программист заполняет, если ему надо скрыть, там, удалить, добавить. Вот. Здесь есть немало всяких полей, но общий принцип, я старался называть поля таким образом, чтобы они означали примерно то, что написано. То есть вообще при работе с 3D-кодом рекомендуется функции называть, классы называть таким образом, чтобы из их названия было понятно, что он делает. То есть
не лениться писать длинные названия, длинные переменные, ну, кроме циклов. Циклы не нужно длинные переменные делать. EG и так далее. А вот для всего остального, пусть это будет внутри алгоритма вашего какая-то переменная, какая-то функция вызывается, пусть она называется как можно длиннее. Ну, можно укладываться в пределах одного предложения. Но если она будет длиннее, никто от этого не пострадает. Вот. А сокращение не всегда понятно, что оно значит. То есть иногда название функции значит гораздо больше, чем даже длинный комментарий перед ней, который тоже, в принципе, не помешает, но как минимум нужно, чтобы функция называлась по-длинному. Вот. Какое-то нерасшифровываемое обозначение не годится. Или название поля в классе тоже, они должны быть по-человечески названы. Желательно просто английское предложение, которое без пробелов, большими буквами. Вот, теперь, каким образом устроено, то есть, если вам будет интересно и возникнет необходимость как-то менять что-то с виджетами, вы просто откроете класс BaseWidget, посмотрите, какие там есть поля. Каждая из них нет особо большого смысла расписывать и выговаривать. Нас интересует механизм, каким образом все рисуется, каким образом все реагирует на действия пользователя. А реагирование и действие на пользователя производится с помощью механизма событий и колбеков. То есть каждое действие, будь то рисование, будь то нажатие на кнопку мыши, это событие. Если как только делается какой-то элемент интерфейса, к нему сразу прицепляется, ну, ясно, вызывается new для него, и потом к этому элементу интерфейса прицепляется кучка колбека. Вот возьмем какой-нибудь элемент интерфейса, в принципе любой, посмотрим. Текст виджет, например. Это рисование текста на экране. Вот он наследуется от base виджета, этот текст виджет. И у них, как правило, да, у них практически у всех элементов перегруженный оператор new. Потому что если элементов интерфейса очень много, если их все выделять с помощью new, то такое количество указателей будет, что просто скоро вот вообще все загнется. Поэтому они все выделяются из пула, поскольку они одинакового размера, каждый из своего пула выделяется. И в конструкторе элемента интерфейса, как правило, мы заполняем все поля, и помимо этого в конструкторе мы задаем все колбеки для взаимодействия с этим элементом интерфейса. Сейчас я найду, где тут у нас в этом виджете. Ага, конструктор. Да, иногда используется вместо конструктора вот такая конструкция. В этом случае, если вы видите подчеркивание конструктор, а дальше название класса, то сам по себе конструктор можно найти таким образом. Название класса, 4 точки, init. Вот в этом случае конструктор будет размещен в это. Я уже не смогу сейчас вспомнить, почему именно так сделано, но причина была, потому что иногда, может быть, явно нужно было его вызывать. Вот. Но тем не менее, это данность. Что если вы видите не явно написанный конструктор, а директиву подчеркивание конструктор, то вот ищите функцию 4 точки init данному классу. И тогда в ней будет находиться то, как оно инициализируется. Вот в данном случае для текст-виджета, для обычного рисования текста у нас есть callback для рисования. Вот у нас событие для рисования VMPaint вызывается для него. Создается callback для рисования. Есть функция в этом же текст-виджете draw. Могли бы ее назвать как-то по-другому, это не играет особой роли. Вот мы прицепляем этот draw как событие для рисования. И внутри этой функции draw рисуем сам виджет на экране. Как только нажимается левая кнопка мыши, мы тоже прицепляем
с помощью функции add callback прицепляем события по левой кнопке мыши. Практически все события, ну, стандартные. L-button down, R-button down, такие же, как в Windows. Но все это прозрачным образом работает под всеми операционными системами. Вот события press btn и L-button down, на самом деле это одно и то же событие. Просто когда-то было у нас, что нажатие кнопки было по отпусканию мыши, а потом стало при нажатии мыши. Поэтому сохранилась вот такая вот, что это все-таки разные как бы события. Хотя на данном этапе нажатие левой кнопки мыши и нажатие и press btn это одно и то же. Но рекомендуется, если все-таки делаем событие по нажатию. Вот. Я избегал делания. Почему именно через callback, а не через виртуальные функции? Если мы делаем виртуальную функцию, то мы как бы и хотим ее как-то переобозначить впоследствии, то нам нужно делать класс наследника, в нем как бы там в нем что-то еще там переопределять эту функцию, если есть необходимость вызывать предыдущую функцию, например, рисования. Но нередко возникают ситуации, когда слишком жирно делать целый класс наследника, чтобы что-то там дорисовать. Гораздо проще взять и сказать: я хочу вот к этому контролу конкретно пририсовывать еще что-то поверх. И для этого не делать класс наследованный от данного класса, а просто хотим просто вызывать какую-то функцию вместе с функцией рисования, которая уже сделана. Вот, там, какую-то рамочку хотим вот именно на конкретно данный контрол привесить еще рамочку. Не вообще на все контролы данного типа, а на конкретные. Например, вот в туториале, может быть, где-нибудь еще там что-то хотим дорисовать. Вот, обозначить как-то. Вот. В этом случае мы просто добавляем к тому контролу, который мы создали с помощью оператора new, мы просто к нему добавляем дополнительный callback для рисования. Мы можем удалить существующий и написать свой и заменить его. Вот. Такой механизм, в принципе, более гибкий, чем просто переопределение с помощью виртуальной функции. Кстати, по поводу, почему конструктор в виде init, который нужно вызывать отдельно, потому что когда объект появляется с пула, у него же конструктор не вызывается. Точно. Его вызывать нужно вручную, от этого виде init. Вот, Серега верно подметил. Потому что действительно практически все элементы интерфейса, они вызываются из пула, и конструктор приходится, так сказать, вызывать самому. Вот. Таким образом, если вы хотите внести модификацию в любой элемент интерфейса, на низком уровне, а это вполне возможно, потому что бывает, что не хватает функциональности стандартной. В этом случае вы просто делаете свой класс какой-то, например, или влазите в существующий класс посредством callback. То есть вы любой элемент интерфейса в любой момент можете кастомизировать именно так, как вы захотите. Каким образом... То есть тут углубляться слишком глубоко нет смысла, потому что как только возникает эта задача, вы понимаете, что все виджеты — это наследники от base виджета. У каждого виджета есть набор колбеков. Каждый колбек — это рисование, нажатие. Вы любое событие перехватываете, таким образом пишете свою функцию. Это может быть функция какого-то класса, это может быть глобальная статическая функция, это может быть глобальная. Любая функция, она подходит в качестве callback. Это может быть функция с параметрами, потому что иногда нужно параметры задавать. Вот. Но, к сожалению, в свое время я не нашел лучшего способа передачи параметров в этот callback, чем стандартизация параметров. То есть сейчас я попробую найти какой-нибудь callback с параметрами. Здесь в этом файле вряд ли что-то будет такое интересное. Ага, вот есть, например, в скроллере есть параметр, вот функция onView. Не важно, что она делает в данном случае, вообще не важно. VScroller, 4 точки onView. У нее есть один параметр.
какая-то ссылка на что-то там, неважно что. Но, тем не менее, у callback есть параметр. Если у нас есть у callback параметр, то он всегда имеет тип cptrdiff. cptrdiff это, в принципе, целая репрезентация указателя. То есть фактически это указатель при данной битности системы. То есть в случае, если 4-битные билды, мы всегда имеем сейчас практически. 32-битные билды отмирают. Скорее всего, скоро мы их не будем делать. То это фактически у нас 8 байт. Целое число 8 байт. И оно удобно тем, что его можно всегда прикастить к указателю. То есть иногда можно float таким образом передать. То есть всегда его можно прикастить ко всему, что нас интересует. То есть в callback может быть любая функция, принимающая от 1 до 5 cptrdiff. А через них уже мы как хотим, так и взаимодействуем с нашей системой. Опять-таки, понимание, как работают callback, необходимо не только если мы хотим модифицировать контролы. Когда мы добавляем пункт в меню какой-либо, вот сейчас мы рассмотрим хоть любое меню из тех, которые есть. Например, нас интересует меню, файл меню, например. Вот мы поищем файл меню. В большинстве случаев не нужно искать идентификатор, как бы в некоторых очевидных случаях. Вот у нас файл меню. Create файл меню функция называется. Вот посмотрим, как практически любой элемент в этом меню организован. Вот в данном случае open, когда мы пытаемся открыть файл, open сделать. Мы, во-первых, создаем текст-виджет. Добавляем в данном случае строчку. Вот конкретно в каждом меню есть функция add-line. Мы в меню можем добавить строчку, в которой передаем идентификатор элемента. Если мы посмотрим open файл, это вот будет обычный open. То есть как мы попытаемся открыть его. Для него, когда мы создаем просто текст-виджет, который у нас будет в списке в нашем меню, он ничего не будет делать. Просто там будет показываться, и все. Если мы хотим задать ему какую-то реальную функциональность, мы должны задать callback, который будет вызываться по нажатию. В данном случае по нажатию будет вызываться функция openMesh. Вот есть набор макросов чтобы не писать лишнего, а упрощать жизнь при конструировании элементов управления. В данном случае используется макрос p, подчеркивание callback. Я сейчас объясню классификацию вот этих вот макросов. Там их достаточно много для разных случаев жизни. В данном случае этот макрос создает callback при нажатии на кнопку Open. И при нажатии на кнопку Open будет вызвана функция openMesh. Посмотрим, как этот p-callback устроен. Вот, видно, что они тут сложные. Вот если бы не было p-callback, пришлось бы писать вот такую длинную неприятную строчку. Здесь я думаю, что я добавлю все-таки комментарий к каждому этому макросу, к каждому стилю макроса. Да, это было бы тоже хорошо. Да. Как правило, обнаружить, как используется данный тип макроса, очень просто. Берется, выделяется и ищется. Где-то он наверняка используется. Например, нас интересует какой-нибудь там, не знаю, CP callback какой-нибудь. Вот такое странное сочетание, Вот мы возьмем его и поищем, что это такое. К сожалению, тут не удалось при этих макросах сделать, чтобы было понятно, потому что если он будет слишком длинный, тогда неудобно пользоваться им. Вот, например, попробуем выяснить, что такое CP callback. Я сам забыл, не помню, что это такое. Вот нашли их и клацаем куда-нибудь.
Вот сюда, например. Первое попавшееся место, где он используется. Опять-таки, стандартная ситуация. Создается в меню элемент. Добавляется строка detach curve modifier. Ну, от кривой отсоединяется модификатор этой кривой. Нам в данном случае вообще не важно, что это такое, зачем это нужно. Нас интересует вот этот CP callback. Зачем он тут нужен и почему именно он здесь применяется. А применяется он здесь вот почему. У нас есть класс OneCurveObject. Это, можно сказать, элементы кривых. Это кривые, иерархия кривых. Мы хотим, чтобы в случае нажатия на кнопку Detach Curve Modifier вызывалась функция Detach Mod Selected, которая является членом класса, не членом, который является методом класса OneCurveObject. В этом случае у нас есть входные данные. У нас есть указатель на класс. Мы знаем, что это за класс. У нас есть функция, которую мы хотим вызывать в классе. Соответственно, вот в этот макрос передается название класса, указатель на элемент класса, событие, LButtonDown в данном случае, виджет, к которому мы хотим прикрепить эту функцию, и функция, которую мы хотим вызывать. То есть мы выяснили, что макрос CP callback применяется в том случае, когда у нас есть класс, есть этот элемент класса, событие и функция. Вот, то есть, если мы хотим вызывать методы класса, мы вот эту функцию применяем, CP callback. Абсолютно аналогично, если нас, я считаю, что вот именно CP callback, он является класс, элемент, pointer, класс, элемент, pointer, вот поэтому он так называется, CP. Если вы будете что-то дописывать, то я считаю, что именно CP callback является самым широко используемым и самым как бы удобным для... Потому что у вас, как правило, всегда есть свой класс, с которым вы работаете, есть элемент, экземпляр этого класса. Ну вот, в принципе, все для того, чтобы на кнопку повесить вызов функции класса, вот как раз это хорошая функция для этого. Опять-таки, любые функции, любые методы в классе, они должны соблюдаться два правила. Первое, все параметры у них должны быть типа cPtrDiff. И второе, функция должна либо void возвращать, ничего не возвращать, либо bool возвращать. Что означает, чем отличается void от bool в данном случае? Предположим, у нас есть событие нажатия на кнопку мыши. LButton VN, LButton Down. И мы хотим, чтобы как только вызвался наш callback, на этом вызов всех callback'ов, связанных с этим элементом, прекратился. Прекратился вплоть до того, что даже те кнопки, которые под ним, до всей глубины, больше не вызывались, потому что я уже взял полную ответственность за это нажатие. В этом случае наша функция должна быть именно bool. Она должна возвращать true, если мы хотим перехватить событие полностью на себя и никому больше его не дать. Если же мы возвращаем false, то событие идет дальше в глубину всего стека до тех пор, пока не найдется один истинный этот callback, который его перехватит на себя полностью. Вот, то есть вот этот вот механизм помогает. Дальше, я прошу прощения. Вот под меню там еще может быть нарисовано что-то в этом меню. Ну, например, хочет человек, чтобы по нажатию вызывалось действие какое-то, а потом хочет, чтобы кроме этого действия еще какое-то действие вызывалось. Например, кроме вызова диалога еще какой-то на фоне процесс запускался. Ну, в этом случае как бы он тут два действия. На одно действие сразу. Да, на одно нажатие сразу два действия. Или для рисования. Для рисования это те же самые принципы работают. То есть если возвращаем true, значит все, в общем, прекращается у нас поход по дереву, так сказать.
Вот, соответственно, вот по вот этим вот всем... иногда бывает, что не хочется заводить свой класс. Действие какое-то совсем примитивное, простое, недостойное класса, как бы. В этом случае просто делается глобальная функция, там void, сделать что-то без параметров, например. В этом самом простом случае у нас есть функция VPI, есть макрос VPI callback. Мы к элементу управления говорим, что мы хотим, чтобы по нажатию кнопки мыши вызывалась вот функция просто void без параметров или void с параметрами какими-то. Как правило, это нужно, чтобы что-то дорисовать, какой-то элемент управления нестандартный на каком-то элементе. В этом случае мы просто вот такую функцию делаем voidовскую. То есть я считаю, что самыми полезными для программиста являются VPI callback и CFI callback. Практически 99% нужд они покрывают. Вот, то есть, освоив это, вы сможете добавлять свои элементы в меню при необходимости. Модифицировать существующие элементы, ставить вызовы на другие какие-то элементы, которые вам нужно для вашей задачи. Очень важный, сейчас я подумаю, что еще у нас может быть по интерфейсу. Опять-таки, самыми ходовыми колбеками это VM Press BTN, это нажатие на кнопку, как правило, нужно, и иногда нужно VM Paint. Вот. Все остальные уже более экзотические, там, на правую кнопку мыши. Теперь посмотрим еще такие элементы. Бывает, что вам необходимо по правой кнопке мыши сделать, чтобы свойства какие-то там появлялись. Сейчас я вот это тоже объясню. В каждом base-виджете, в самом исходном классе, базовом классе, есть функция assign prop panel. Можно практически к любому элементу, вот сейчас мы попробуем какой-нибудь элемент найти интересный. Ага, вот. Достаточно несложный пример. Когда у нас есть кривые какие-либо, вот кривая, есть у нас дерево кривых, вот оно. И мы нажимаем правую кнопку мыши на элемент. У нас появляется меню по правой кнопке мыши. Такое нередко нужно, и честно говоря, почти наверняка будет там у кого-то иногда задача стоять, чтобы добавить в какое-то окошко действие по правой кнопке мыши. Вот, вы находите, где это окно создается, и, собственно говоря, находите элемент по нажатию правой кнопки мыши. Вам нужно, чтобы срабатывало нажатие правой кнопки мыши на этом элементе. В данном случае это элемент сам вот этот вот. Вот в чем дело. В данном случае это нажатие правой кнопки мыши на самой кривой, видите? То есть даже не на элемент интерфейса, а нажатие на саму кривую. Мы создаем в данном случае, вот в этом примере,
Андрей, такой вопрос. А откуда пользователь знает, что вот если он нажмет на правую кнопку, то тут появится такая менюшка? Как правило, во всех программах нажатие правой кнопки мыши означает изменить свойства того, что там находится. Вот, поэтому, если там нету, ну не очень хорошо. Контекстное меню. Да, то есть это, как правило, ну, в общем, общепринятый факт. Поэтому чем больше у нас в правой кнопке мыши что-то есть, тем оно веселее пользователю. Он понимает, что с ним дружат. За предел. Что? Когда нажимаешь правую кнопку, там появляется какая-то простыня, он понимает, что с ним не очень дружит. Но представь себе пользователя, который ищет очень важную для него функцию, и он понимает, что по правой кнопке мыши ее нету, и он в жизненном тупике, значит, это не моя программа. Значит, может, ему просто не нужна эта функция. Но, как правило, изменить свойства объекта – это правая кнопка мыши, и это удобно. Вот, в данном случае мы добавляем какой-то элемент плавающий, невидимый, и вызываем assign prop panel. Мы прибавили к нему панель свойств. И потом, собственно говоря, заполняем этот элемент. То есть assign prop panel мы к любому элементу можем приоттачить панель его свойств. Вот. Здесь как бы есть некоторые усложнения, в которые мы не будем слишком глубоко вдаваться, чтобы не пудрить мозг. Бывает, что меню по правой кнопке мыши не просто простыня, а вообще супер капец простыня. Да, например, это правая кнопка мыши на элементе дерева в вокселях. Там, если много элементов, так сказать, много объектов, то там еще есть подпункты, добавить с кем-то, и там у него еще своя подпростыня. Поэтому, ну, это было бы интересно его уменьшить, потому что оно очень большое. Хотя и полезное, конечно, и хорошее, но большое очень. Вот, в этом случае как бы создавать по каждому элементу вот такую простыню с 1000 виджетов внутри, это будет очень тормозить систему. Поэтому для этого существует событие специальное VM, подчеркивание create content. Вот, если вам будет необходимо создавать такие простыни или оптимизировать что-то по правой кнопке мыши, вот, важно просто помнить VM create content. В поиске набираете, ищите, как оно работает, и я думаю, за полчаса легко разбираетесь, как все это работает. Это точно так же, как с assign prop panel. Вообще в 3D Quality, в общем-то, чтобы разбираться в нем, нужно знать несколько базовых таких вот слов, которые проще, чем номер телефона запомнить. Там какой-нибудь там base widget, callback, там assign prop panel. Ты можешь составить список таких комплексов? Ну, как бы вот оно сейчас о них и говорится, как говорится. Каждый, который я вспоминаю, вот как раз я вспомнил, значит, это важный какой-то элемент. То есть много держать в памяти не нужно. В общем-то, обычно оно все так как-то называется более-менее логично. То есть assign prop panel, ну понятно, создать панель со свойствами. То есть все понятно. То есть если вы наберете этот самый VM create content, то вы тоже встретите его, где он употребляется, и сможете, в общем-то, увидеть, как он вызывается, и в общем. Вот, что еще у нас интересного такого есть по интерфейсу? Еще интересный момент — это если мы хотим файл какой-то бросать в элемент, тоже иногда такое нужно. И как раз вот это момент, который всем был бы интересен, потому что, ну, бывает так, что человек хочет закинуть файл, и эту функциональность можно было расширить для отдельных моментов. То есть в
3D Quality это поддерживается, но не во всех окнах. Возможно, будет кому-то задача в какой-то момент, а сделать, чтобы файл можно было забрасывать в такое-то окошко, или такой-то тип файла можно было забрасывать. То есть, поэтому есть функция onDrop файл. С любому виджету можно присвоить вот этот вот VM onDrop файл и, соответственно, поставить свой callback. Этот callback будет получать полную информацию о том, что заброшено. Опять-таки, разобраться очень легко. Ищите VM onDrop файл и смотрите, как он используется в коде. Ну, разбирайтесь за 3 минуты со всем этим делом. Я сам не помню как. А взял, поискал, вспомнил. Вот. Аналогично работает система drag and drop. То есть любые контролы можно, в принципе, цеплять и тащить. В том случае, если Ctrl позволяет себя тащить, у него есть соответствующий флаг. Как называется флаг, я не помню, например. Но это и не нужно, в принципе, помнить, потому что как только у нас появится такая необходимость, мы ищем что-нибудь типа тянуть, ну что-то типа драг какой-нибудь там. Вот, мы сейчас что-нибудь ищем. Или... Что там у нас есть? Ага, вот Movable, оказывается, называется, передвигаемый. Соответственно, если мы ставим любому контролу Movable, то это значит, что мы можем его зацепить и тянуть. Вот. И все его дети тоже тянутся. Да, я забыл еще сказать, что все вообще элементы интерфейса в 3D Quality, они имеют иерархическую структуру. То есть в элементе есть детские элементы. То есть, например, есть кнопка, а там хочется, чтобы еще какой-нибудь красный кружочек на этой кнопке был. Мы взяли, создали виджет, отвечающий за красный кружочек, и поставили на эту кнопку. С помощью callback VMPaint мы задаем постоянно координату этой точки, чтобы она была именно там, где надо. Например, мы хотим, чтобы она была по центру, или там справа, или слева, или где-то торчала в уголку в каком-то. Создаем callback, который правильно задает координату этой всей штуковины. Вот. Так вот, если movable элемент, то его можно зажать, потянуть, и он потянется. Как только мы его отпустим, он вернется в свое место мгновенно, но на том контроле, на котором мы его отпустим, сработает событие onDrop. Соответственно, мы можем узнать. Как только вам нужно узнать, как срабатывает это, какой элемент есть там, какой-то элемент, откуда он взялся, вы все сможете, ищите событие onDrop и сразу видите, как это работает. То есть важно понимать, какие моменты существуют в 3D Quality, а как они конкретно работают, разобраться не представляет особо большого труда. Вот, то есть все нестандартные события, не виндовсовские, а вот какие вот такие кастомные, они все вот находятся в файле Simple Widgets H. Вот. В каждом виджете вот этом есть сам виджет и есть детские виджеты. То есть его, можно сказать, то, что внутри него. Subwidget есть у него. Но мы напрямую с ним не работаем с виджетами. У нас есть функция add subwidget. Вот, возможно, есть, я не знаю, может быть, subwidget и перенесено в приватную секцию. Нет, не перенесено почему-то, не знаю почему. Но да, ей место, конечно, в приватной секции. Потому что если мы будем напрямую сами добавлять, то там может быть катавасия с крэшами и так далее. Потому что нужно аккуратно следить, чтобы не добавить его дважды. Потому что если мы добавим его дважды, то любой деструктор его будет дважды удалять, соответственно, и в общем будет нехорошие вещи твориться. Соответственно, если мы хотим добавить, например, красный мигающий кружочек к текстовому какому-то элементу, мы создаем этот красный мигающий кружочек, и, соответственно, add subwidget делаем к тому текстовому
текстовому элементу, который нам нужен, и делаем ему функцию VMPaint, которая в зависимости от времени меняет его цвет с прозрачностью, например. Если мы поставим visible равно false у этого элемента, то функция VMPaint не будет для него вообще вызываться. То есть VMPaint вызывается только для видимых элементов. Для невидимых он не вызывается. Вот. Вот, то есть, что еще тут интересного есть? Опять-таки, можно провести небольшой экскурс по всем наследникам от Base Widget, что каждый конкретно делает, чтобы, если возникнет необходимость что-либо, какой-либо элемент в интерфейс добавлять, чтобы в принципе все понимали, какие есть для этого возможности. Ну вот мы сейчас вот делаем таким образом. Поищем строчку public Base Widget и сразу видим всех наследников. Draw text rect. Нарисовать текстурный rectangle. То есть фактически есть какой-то элемент внутри rectangle, мы должны вроде там, как, судя по названию, текстурку задать, и оно будет его рисовать. Соответственно, здесь есть 4 слоя текстур, идентификатор шейдера, который будет обслуживать. Как правило, шейдер это HUD, подчеркивание smooth. Сейчас вот мы поищем хотя бы одно применение Draw Text Rect и сразу можем понять, как его вообще использовать. Ну вот, совершенно произвольный, клацаем. Угу. Ну, шейдер даже не нужно, как правило, задавать, он там по умолчанию задается, какой-то нормальный шейдер, который годится. То есть, что это? Это у нас, наверное, иконочка корзинки задается таким образом, в данном примере. Мы создаем элемент Draw Text Rect, задаем ему параметры там, ширины, высоты, там, размеров, так сказать, какие мы хотим. Затем задаем иконку. Есть функция setIcon, мы тоже можно посмотреть, туда передается просто идентификатор текстуры и так далее. Вот таким образом мы создали вот элемент с корзиночкой. То есть, если нам нужно что-то более такое кастомное, с каким-то шейдером очень хитрым, тогда мы задаем шейдер. А так, по умолчанию нормальный какой-то там шейдер задается. Вот. То есть, для рисования всяких иконочек, картиночек в интерфейсе, вот у нас есть Draw Text Rect. Вот. У него можно задавать иконка и так далее. Все, что вот. Дальше. Text Widget, обычный текст. В любой координате можно нарисовать, добавить текст. Соответственно, ну тут тоже все просто. Есть текст у него, который мы хотим задать. Еще интересный момент. У каждого Base Widget есть свои кастомные поля, которые имеют важное значение. Например, поле Name. У каждого виджета есть поле Name. Если поле Name заполнено хоть как-нибудь, если оно заполнено начиная с знака $, и дальше идет какая-нибудь любой идентификатор, который мы захотим, то это значит, что к данному виджету можно прицеплять горячую клавишу. То есть, если такой виджет появляется в интерфейсе, то как только пользователь на него наводит, у него обязательно появляется хинт. Там нажмите горячую клавишу, чтобы вот, можно сказать, триггером для того, чтобы этот хинт появлялся, является именно поле name, заполненное таким образом, что у него на первом месте стоит $. Вот. Ну а потом уже система сама срабатывает и добавляет хоткей к этому элементу. Дальше есть еще элемент, тоже иногда полезный. Сейчас user data, по-моему, называется. User int. Вот. User int. Иногда нужно чтобы кнопочки единообразные отличать друг от друга, как-то их персонализировать.
Вот. В этом случае можно использовать поля, которые специально для этого предназначены. В user.int можно поместить какой-то номер, какое-то число, какую-то ссылку на что-то там, чтобы мы понимали, что именно из великого многообразия похожих кнопочек здесь находится. Вот. Также поле name полезно, если мы хотим найти в общей иерархии всей системы именно конкретно нашу кнопку и, например, удалить ее или что-то с ней другое сделать. Есть функция find. Функция find принимает в себя функция find позволяет найти в общей системе виджетов, начиная с данного, для которого мы вызываем ее, по имени, рекурсивно в случае необходимости. Тоже нередко это полезно, потому что иногда какой-то плавающий элемент добавляется, а потом он уже не нужен. Можно его по имени найти и удалить. Но опять-таки функцию find нужно вызывать относительно, я говорил там поле pen interface 4 точки root. Вот именно вот find всегда нужно вызывать относительно вот этого рута, чтобы найти то, что нам полезно и нужно. Да. Я написал когда-то функцию find, которая позволяет работать со всеми виджетами. То есть в нее забрасывать методы, которые есть для этого, например, там, нажимать кнопку, заполнить поля, и она проходит виджеты, пока не найдет ваши. То есть в этих функциях вы можете указать критерии для поиска. То есть та же самая find, только не просто возвращать виджет, позволяет вам сделать действие и решить, стоит ли искать дальше или вернуться. То есть вызывая при каждом нахождении вызывает callback, она да? такая параметризированная своими функциями. Угу. А она есть в каком Она классе? рядом с find. Рядом с find. Видишь она? Да, я работал со скриптами, с личками. Я это дописал. Сейчас. Find личка, почему что-то такое? Хорошо, сейчас мы ее найдем без скобочек. Find. Ну вот я вижу, какая-то функция есть, которая позволяет список найти какой-то там. Нет. Ну, в общем, здесь есть целый блок функций для find. Как правило, я пользуюсь самым простейшим. Вот. Но иногда, наверное, нужно целый список того, что найдет, например. Здесь она просто ищет первое включение, так сказать. Вот, например, Виталику скоро нужно будет свойства делать, например, для кривой. Не для кривой, для measure tool. То есть вкладываешь когда на measure tool, на вот эту линию, например. Вот там как раз понадобится понимание, как properties работает. Соответственно, вот из этой лекции будет полезно, как сделать properties. Опять-таки, если кто-то хочет сделать properties на каком-либо элементе, посмотрите, как делается properties на кривых. Там вот достаточно четко все видно. Если не видно, я всегда подскажу. Ну вот, сейчас таких элементов будет все больше, чтобы клацнули правой кнопкой. Даже в Community Paint, честно говоря, хотелось бы как-то сделать, чтобы на объект клацнули правой кнопкой мыши, и можно было что-то с ним сделать. Вот. Сейчас вот в воксельном дереве есть такое, что на элемент клацаешь, а, например, в комнате Paint нету, в комнате ретопологии тоже нету, а как бы смысл в этом на самом деле есть. Поэтому вот именно умение поставить по правой кнопке мыши событие на возникновение окошка свойств, оно вот тут было бы очень полезно, потому что кому-то точно такие задачи будут перепадать. Ну, особенно Виталику или тебе тоже. Вот, ну, как только вы реально решите этим заниматься, то вот по таким ключевым моментам вы, я думаю, легко сможете всю информацию извлечь. Вот, что у нас дальше?
Да, еще одна очень часто употребимая функция, практически для всех, кто делает хоть какие-то инструменты, какие-то вообще функции, ну, в общем, что-то сделать с сценой, с объектами, что-то сделать с чем-то, когда формула у нас идет речь. Как правило, есть диалог с параметрами, собственно, с разными опциями, что можно с этим сделать. Это тоже вот то слово, которое следует все-таки помнить. Show modal message box. Можно не полностью его запоминать, так сказать, просто модал запомнить или message box или что-то такое вот. Вот это вот очень крайне полезная функция. Клацаем где-нибудь, смотрим, что она делает. Она позволяет показать нам окошко, в котором есть текст, заголовок и параметры. Отказываемся? Нет, не отказываемся. Правда, хоть что-то видно там вообще или нет на этом экранчике? Или так себе? Видно? Очень хорошее зрение. Show Modal Message Box очень важная функция. Здесь текст, заголовок. Опять-таки все передается как идентификаторы. Текст нигде явно у нас не пишется. Набор кнопок. Как правило, есть стандартный набор кнопок. Видно, что это класс Array баттонов. Есть стандартный набор кнопок. Он, как правило, называется там, вот, например, вот здесь посмотрим, OK, Cancel, например. Это значит, там есть OK и Cancel. Вот есть, можно сказать, списочек самых вот таких вот широко употребимых, какие кнопочки есть, где OK, Cancel, там Save, Exit, Cancel. То есть тут вот все OK просто, например. Вот. Этот списочек вы очень легко найдете, найдя функцию, любое применение функции Show Modal Message Box. Дальше есть флаги. Ну, флаги сейчас редко применяются, но опять-таки вы можете там знак вопросика поставить с помощью флага, или восклицательный знак, или предупредительный знак. Там, по-моему, 0, 1, 2, можно, кому интересно и необходимость будет, ставить разные флаги и смотреть, какой там будет возникать значочек. Но я, честно говоря, уже давно это не применяю, обычно без флагов, без дополнительных значочков делаю. Вот. Дальше самый интересный параметр — это класс. То есть передается член класса, наследуемого от base класса, в котором все параметры находятся. Вообще большинство классов в 3D Code, они наследуются от base класса. И недаром, потому что base класс такая очень мощная штука, фактически такой вот фабрика классов, так сказать, которая позволяет регистрировать члены класса, чтобы потом их использовать в интерфейсе. Если бы во всех функциях 3D Code, во всех, можно сказать, элементах управления, каждый бы диалог формировался с помощью добавления виджетов, заполнения колбеками, то не в 3 раза было бы больше, чем Blender, а раз в 15, наверное. Потому что очень много разных диалогов. Поэтому, соответственно, система регистрации членов класса очень-очень упрощает нам жизнь. И все диалоги у нас просто автоматически генерируются, исходя из того, что у нас есть класс, и по этому классу уже есть автоматический диалог. Вот. А регистрация классов сегодня я не буду затрагивать эту тему. Может быть, мы вот в следующий раз это затронем. Но, тем не менее, каждый класс можно очень легко, сравнительно легко зарегистрировать. И как только мы регистрируем какой-то элемент в классе, он сразу у нас может появиться в диалоге. Мы создаем класс, регистрируем элементы, передаем указатель на член, на представителя этого класса, и у нас сразу появляется диалог с параметрами и с набором контролов необходимым. Вот, то есть, если бы 3D Code делался бы в MFC, то там было бы столько диалогов, что вообще, ну, то есть никто бы никогда не нашел бы вообще, как это вообще может быть. Вот, а так гораздо проще. Кроме того, в Message Box можно передавать собственную систему контролов. То есть сформировали какой-то свой вот архисложный контрол, какой-нибудь там, не знаю, что-нибудь вращающееся колесо какое-то. Вот для нашей задачи оно очень важно. Вот сформировали по тем правилам, которые я говорил, и передали, оно тоже его покажет там в середине этого Message Box.
Вот. Можно передавать функцию, которая будет вызываться на каждом шагу выполнения этого message-бокса. Можно передавать параметр, который будет передаваться в эту функцию. Можно задавать, какой ширины будет этот message-бокс. Если 0 передается, там, то, соответственно, стандартный будет он какой-то. Можно ли, разрешается ли прохождение горячих клавиш сквозь этот message-бокс? Не всех, а там какой-то несколько есть клавиш, которые проходят сквозь него. Позволяется там escape. Вот. Уже я точно не помню, какие это именно клавиши проходят сквозь него. Ну, по-моему, это в основном escape. Какой-то еще есть, но не важно в данном случае. Если будет нужда понять, какие клавиши, легко разберетесь, поискав low special key или поискав примеры, как вызывается message-бокс. No modal. Модальный message-бокс может быть не модальным. В принципе, то есть он может позволять все равно модифицировать контролы под собой. То есть формально он модальный. Формально он такой, который внутри него там что-то крутится, и ты вызвал функцию, и оно не выйдет из этой функции, пока ты... Но он позволяет что-то нажимать на фоне, на другие элементы. Это стоит в себе некоторую опасность, потому что вы можете зайти в ту же функцию, которая создала этот диалог-бокс, и еще раз его вызвать. И у вас образуется, так сказать, нехорошая иерархия. И, ну, в общем, поэтому желательно этот флаг применять только тогда, когда это очень хорошо понимаешь, что именно ты делаешь в этой ситуации. Ну и top right тоже очень полезный флаг. То, что можно в правом верхнем уголку, там где диалогу самое место, чтобы экран было видно, и вот там где-то он кроется, этот диалог. Вот, с помощью диалога вот этого вот в любом инструменте, вызываемой по команде из меню, вы фактически всегда можете реализовать свой инструмент. То есть show modal message-box, и есть родственные с ним функции. Родственные, похожие на него функции, но слегка кастомизированные под другие. Вот, например, don't show again диалог. Вот такой вот есть. Диалог, который не показывать опять. То есть это такой диалог, в котором какое-то сообщение, в котором есть галочка «не показывать этот диалог опять». Как правило, это что-то надоедливое объяснение чего-то там, которое один раз нужно, человек понял и больше не хочет этого видеть. Вот в этом случае используется don't show again диалог. Вот, есть еще что? Еще show normal message box, есть такая штука. Normal — это значит не модальный. В этом случае он будет вызван и тут же выйдет, и выполнение пойдет дальше, но диалог останется у нас на экране. И куда-то там будут передаваться у нас параметры. Куда не помню, но если необходимость в таком диалоге возникнет, вы посмотрите, как он используется, и легко разберетесь. То есть есть возможность немодальные диалоги, которые будут оставаться висеть, делать. Вот. Также есть wizard боксы. То есть, например, в авторе топологии используются wizard боксы. Это такой диалог, который вызывается и выходит из себя, и дальше продолжается выполнение. Но как только человек нажимает Next или что-нибудь, вызывается следующая функция, которую вы зададите по цепочке. Вот, то есть создается диалог, выходит, выполнение нормальное продолжается. Но при нажатии на кнопку вызывается что-то следующее. Авторе топология — типичный пример этому всему. Вот в этих месседж-боксах, как правило, не нужно передавать. Редко передается сейчас callback, который на каждом цикле вызывается. То есть, предположим, вот у нас задача стоит. Мы вызываем какую-то свою функцию, и нам нужно рисовать прямоугольник посередине экрана, внутри которого будет происходить самое главное. Что в этом случае нужно было бы сделать? Написать callback, который передается в этот modal message box, который рисует этот прямоугольничек и делает там действия какие-то внутри этого прямоугольничка. Есть более современный подход к этому. И в base классе есть функция, которую вы можете наследовать в своем классе. Сейчас.
процесс in-editor. Вот, процесс in-editor, он вот делает то же самое. То есть, если у вас есть класс, как бы вы заполнили его, вы его как бы там зарегистрировали, он у вас показывается. Но вам нужно, чтобы на каждом такте вы вживую как бы его чувствовали, этот класс. Рисовали рамочку, там, проверяли какие-то функции, там что-то там делали. Вот в этом случае наследуетесь в этом классе, естественно, от base класса, это понятно, и перегружаете функцию процесс in-editor. И тогда у вас есть полный контроль над всем, что происходит на каждом такте. Вот, обладая всем этим, вы фактически можете добавлять 3D-коду любую команду, любой, ну, как бы, любой инструмент, как в стиле нажал, появился диалог, сделал, забыл. Вот. То есть уже таким образом вы легко можете расширять функциональность 3D-кода, зная это. Вы можете легко найти любую команду, посмотреть, как она устроена, как она работает. Так что даже этой базовой лекции достаточно для того, чтобы, ну так не очень сложно, но в случае необходимости разобраться, как работает та или иная штуковина в 3D-коде. Чуть более сложно устроены инструменты. Наверное, мы их не будем касаться, и там есть некий беспорядок в инструментах. Может быть, до следующей лекции я чуть-чуть его попробую, ну, как бы устранить, потому что стыдно. Но хорошая мотивация. Вот, ну, собственно, я думаю, на этом логический блок можно закончить. Я думаю, что... да, кстати, вот еще одно. То, что начали и ушли, так сказать, в сторону, а все-таки надо закончить этот кусочек. Мы закончили на текст-виджете, добавление текста. Я просто коротко перескажу, какие еще есть разные виджеты в 3D-коде. Текстовый виджет, фрейм-виджет, это рамочка. Рамочка, внутри которой находится текст. У текста может быть своя иконка, там тоже есть функция присобачивания иконки к тексту. Соответственно, фрейм-виджет наследуется от текст-виджета, поэтому как бы, соответственно, то же самое, но только с рамочкой. Dockable header, ну это любой вот такой вот элемент с доком. Вот, как правило, вручную вы их не создаете. Как правило, нет необходимости их создавать вручную. Это есть более удобные функции, которые сами их создают, чтобы с ними не возиться напрямую. Как правило, с Dockable Header вы никогда не будете напрямую работать. Соответственно, и с DocSpace, потому что это области докинга, куда можно приклеивать различные элементы. С этим, возможно, возникнет необходимость разбираться только в том случае, если придется переписывать систему при докливании, так сказать, элементов к углам экрана. Вот, поэтому нет смысла на этом как-то сосредотачиваться. Simple Slider — это различные скроллеры, точнее слайдеры. Ага, это слайдеры, которые нам нужно вправо-влево уменьшать значение, например. Это, я так понимаю, вот эти вот элементы, типа там радиус, fall-off, depth, это все слайдеры. Скроллер, ну понятно, есть скроллер. Но сейчас скроллеры все скрыты. Потому что вместо того, чтобы скроллером, мы просто двигаем элементы. Но на самом деле за этим всем движением стоит именно V-скроллер, как невидимый страж. Pict меню — это устаревший Ctrl, он как бы меню из картинок. Сейчас, как правило, такое не используется. Текст меню — это все элементы, вот эти вот, это все текст меню. Вот это все вот, все с выпадающими какими-то подэлементами, это текст меню. Дальше. Ну, это 1, 2D Curve, это вот элементы в стиле кривых. Если нам нужно
в наше окошечко добавить элемент вот в токарном в примитивах, в токарном станке. Где-то наш токарный станок, вот он. Есть вот такой вот элемент. Это и есть вот этот вот One 2D Curve, вот, точнее Curves Window, который вот внутри себя использует вот эти вот элементы One 2D Curve. То есть если нам нужно какое-то окошечко сделать контроль вот этих вот кривых, то мы можем использовать этот класс. Но опять-таки нам редко будет возникать необходимость в этом, потому что если мы работаем с регистрацией классов, у нас есть класс кривых, и мы просто его регистрируем, и у нас автоматически появляется это окошко. То есть, если вы поймете регистрацию классов, то даже самые сложные элементы элементы управления вы легко сможете создавать без углубления в низкоуровневые вещи. То есть, если я создал класс новый кривой, то уже есть интерфейс для редактирования этой кривой, да? Для работы. Ну, если ты создал элемент, член класса, кривые, например, на плоскости в квадратике 0,1, то, соответственно, ты просто регистрируешь этот элемент, и он у тебя появляется в интерфейсе, как уже оформленная, красивая такая плашечка, где ты можешь там тягать что-то. Вот, комбо-бокс, ну, понятно, выпадающий список, тоже легко, можно разобраться, как он работает, там миллион примеров на эту тему. Widgets folder. Не помню, что это такое, но наверняка. По интерфейсу, конечно, есть еще парочку моментов, но уже, наверное, сил не хватит на все это. В частности, как создавать вот такие вот списки элементов, список кривых, например, моделей, альф. То есть это уже более высокоуровневая настройка над всем этим, и она тоже достаточно неплохо автоматизирована. То есть для того, чтобы добавить свой какой-то вот такой вот список, в общем-то, это несложно на данном этапе. Но об этом мы сегодня не будем рассказывать. Как добавить свои окошечки, например, вот здесь в Windows есть pop-ups. Вот большой длинный список поп-апов разных различных окошечек. Вот тоже есть достаточно легкий метод сюда добавить. Может быть, в следующие разы и об этом мы затронем. Вот, таким образом, на этом мы сейчас остановимся. Хоть что-то было понятно. Вот, опять-таки это, можно сказать, то, что я рассказал, это набор столбиков с табличками. Куда идти, если что-то надо узнать. Понятно, что каждый момент рассказать подробно абсолютно невозможно. Но зато, имея набор таких вот указателей, легко дойти до нужной точки, зная несколько ключевых слов. Назвать это одним словом соглашение. Есть соглашение, по которым строится программа, если реализовать, можно и дальше развивать и находить. Да, то есть, в общем-то, мне кажется, ничего такого особо суперсложного нету. Как бы мы еще будем стандартизировать все эти соглашения. Вот, программа не случайным образом разрастается. Хотя есть несколько некрасивых элементов, но до них мы не дошли еще. Все-таки почему некоторые элементы срабатывает вызов функции там не на button up, да, а на button down? Почему вот у нас Почему на button up, да? злились на это очень, потому что да, во всех редакторах привыкли, что случайно не туда нажал, можно отвести мышку, отпустить, и функция не вызывается. Здесь как бы некоторые элементы срабатывают сразу же при нажатии. И делает не то, что нужно. Пытаюсь вспомнить, но трудновато вспомнить, почему так. Хотя, конечно, это да, согласен. А раньше было по отпусканию, да? Отпускание, но... встречаются. Возможно, это как-то с планшетами связано, там удобно, нет? Ну, во-первых, со скроллингом связано немножко, потому что как только мы скроллируем, тут тоже, если по отпусканию,
Но это когда правая кнопка мыши, тогда Ну, отпускается. по правой кнопке появляется мыши по отпусканию, по-моему. Или тоже по нажатию. А левая кнопка Да, там по отпусканию. По могут правой быть кнопке. нюансы. Потому что можно нажать и тащить сразу, а можно тащить не сразу. Вот. Но, возможно, этот момент надо будет когда-то переделать. Именно поэтому у нас есть кнопка события VM Press BTN. В какой-то момент, когда-то, может быть, мы смогли все-таки все события перенести на отжатие, а не на нажатие. Поэтому везде, где можно, я использую VM Press BTN, если это именно речь идет о нажатии. Вот. Но, да, конечно, когда-то хотелось бы перейти на отжатие. Это более привычно, но нельзя сказать, что это как-то создало такую большую проблему, что всех замучить. Или Это создало? небольшая проблема. Я об этом никогда не задумывался. 20 лет работаю. Для художников, я думаю, это действительно важно. Ожидаешь одно поведение, а получаешь другое на разных клиентах, вроде похоже. Фигура элементов одна, а поведение разное. Но, конечно, если это поменять, то долго потом придется ловить люки. Да, я понимаю. Это, конечно, да. Где-то поставили VM L-button down вместо VM Press BTN. Придется элементы эти искать, находить. Наверняка такие моменты есть. Ревью кода поможет. Во многих программах по-разному делают. Например, надо построить прямую по двум точкам. Можно кликнуть, отпустить, а можно нажать, протянуть, а потом отпустить, получается прямая. Обычно и тот сразу же работает. То есть, если вы нажали, протянули, отпустили, оно рисует линию. Если нажали, тогда оно смотрит, где вы следующее. Если ты нажал и тянешь, то ты, получается, рисуешь. А если ты просто нажал, отпустил, получилась точка. Он нажал, отпустил, получилась точка. Есть правила жесткие, которые уже, так сказать, уже поняли, еще были 20 лет назад. Одно дело, когда ты рисуешь как конструктор, а другое дело, как дизайнер. Дизайнер, он махает там вышло. Все, тогда, в общем, на всем. Когда мы выбирали текстурку, по-моему,